Всем привет, с вами Романчус, и сегодня мы посмотрим, как Александр Алехин эффектно наказал своего соперника за жадность в дебюте. Финк играл за белых и начал Е4, Алехин отвечает симметрично, и после конь F3, конь C6 следует C3. Основная идея этого хода в том, чтобы продвинуть D4, в этом и есть суть дебюта Панциани. Тогда Алехин отвечает D5, это лучший ответ здесь, удар по центру белых. И последовал здесь ферзь А4. Белый ферзь связывает коня, и хотят белые здесь выиграть пешку на Е5. Но черные отвечают просто конь F6 и продолжают развитие. Тогда белые забирают на Е5, далее слон D6 последовало, и пробивают белые на C6. И после BC сейчас нужно было просто белым продолжить развитие, сыграть D3, слон Е2, ну и 2-0. Довольно опасно здесь забирать эту пешку на c6, так как после слон d7, ферзь a6 и de огромный перевес просто в развитии у черных. Ну а в партии белые выбирают очень агрессивное, но слабое продолжение. Играют e5, скидывают сейчас пешку для того, чтобы в дальнейшем с темпом развить своего чернопольного слона. Ну тогда черные забирают на e5, и после d4 отвечают снова слон d6. И сейчас на девятом ходу белые не удержались и пожадничали. Забирают они пешку ферзем на c6, вместо того, чтобы продолжать развивать свои фигуры. Тогда играем слон d7, ферзь отходит на a6, и выясняется, что белые сейчас не только очень сильно отстают в развитии, но и ферзь у них находится в бедственном положении. Тогда Алехин играет 2-0, последовал слон e2 и ладья e8. Связываем слона на e2. После этого Финк отвечает конь d2, и здесь вот ладья b8. У черных фигуры очень активны, и сейчас грозит ход слон b5, после чего белые проиграют слона. Но белым еще можно было здесь затянуть сопротивление, сыграть 2-0, и мог получиться примерно такой вариант. После слон f5, слон f3, ладья e6. Сейчас уже грозит ход слон h2 шах и выигрыш ферзя, поэтому отвечаем ферзь a4. Слон d3, атакована ладья, но ее нельзя убирать, придется здесь белым пожертвовать качество, так как если отойти, то последует все тот же шах, и после ладья a6 белые проигрывают ферзя. Поэтому в таком варианте белым бы нужно было сыграть просто g3, черные бы забрали ладью, и здесь получается, что у черных довольно серьезное преимущество. Ну а в партии Финк защищается очень неудачно, играет а4, этот ход сразу проигрывает. Тогда Алехин отвечает ферзь e7, подключает еще и ферзя к атаке. После конь f1 он находит здесь также блестящий ход, это слон b5. И здесь вот Финк просто сдался, потому что на b последует мат на e2. Ну а если здесь отдать ферзя, то это не поможет, так как мы заберем его ладьей. И ладью по-прежнему взять нельзя, потому что висит мат на e2. Тогда после конь e3 просто ладья отходит, и черные с огромным материальным преимуществом. Если вам понравилась партия, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!